Мы боимся сидеть без дела, боимся чего-то не успеть, как будто можно успеть все, как будто то, что мы успеем, кому-нибудь нужно. Суета – смысл нашей жизни. Мацуо Монро, псевдоним автора Кирилла Алексеева. Синдром упущенной возможности – это чувство беспокойства или тревоги, которое человек может испытывать, опасаясь упустить какое-то интересное, важное или волнующее событие, момент или опыт, который происходит в настоящее время и в котором он не участвует. Представьте, вы листаете свои социальные медиа, а там фотографии счастливых моментов в жизни ваших друзей. Веселые вечеринки, красивые путешествия, вкусные обеды. И вдруг вас охватывает странное чувство, будто у других всегда веселее, лучше, интереснее, чем у вас. Это и есть синдром упущенной возможности. Этот синдром создает ощущение, что все вокруг вас веселятся и проживают свою жизнь на полную катушку, а у вас что-то упущено. Вам может казаться, что у других все получается лучше, и это вызывает глубокую зависть. Это чувство может даже затрагивать ваше самоуважение и уверенность в себе. Важно помнить, что социальные медиа представляют не всю правду. Все люди испытывают трудности и неудачи, но они не всегда делятся этим в сети. Завидовать чьей-то идеальной жизни не стоит. Важно оценить свои уникальные моменты и стремиться к собственному счастью, не сравнивая себя с иллюзиями виртуального мира. Ну и, конечно же, я поделюсь несколькими советами, как минимизировать влияние этого синдрома. Вместо того, чтобы все время думать о том, чего у вас нет или чего вам не хватает, давайте вместе рассмотрим иной подход. Сфокусируйтесь на том, что уже есть у вас в жизни. Представьте, какие у вас есть замечательные моменты, ваши достижения и просто приятные вещи вокруг. Давайте вспомним те моменты, когда вы чувствовали радость, гордость или удовлетворение. Может быть, это были моменты успеха, поддержки близких людей, красивый закат или просто хороший разговор. Попробуйте сфокусироваться на этих положительных моментах, чтобы почувствовать благодарность за то, что у вас уже есть. Когда мы начинаем ценить и замечать положительные стороны своей жизни, это может помочь сделать наше настроение лучше и пересмотреть взгляд на вещи. Научимся видеть красоту в простых моментах и ценить то, что уже есть у нас, вместо того, чтобы сосредотачиваться только на том, чего нам кажется недостающим. Давайте поговорим о том, как ведение дневника может влиять на наше настроение и восприятие жизни. Когда мы пишем в дневнике, мы фактически фокусируемся на том, что происходит в нашей жизни, на наших чувствах и мыслях. Вместо того, чтобы постоянно озабочиваться тем, что думают о нас другие люди, ведение дневника дает возможность обратить внимание на внутренний мир. Мы можем задуматься о том, что нас счастливит, чем мы гордимся, какие моменты приносят нам радость. Это также помогает сместить фокус с того, как нас видит общество, на осознание благодарности за то, что делает нашу жизнь прекрасной. Мы можем начать замечать мелочи, которые делают нас счастливыми, и записывать их в дневнике. Это могут быть моменты уюта, дружбы, достижений или просто приятных вещей, которые происходят в нашем дне. Таким образом, ведение дневника становится местом, где мы фиксируем положительные аспекты своей жизни
что в свою очередь может помочь нам ценить их больше, а не постоянно стремиться к одобрению окружающих. Благодарность может положительно влиять на наше настроение и настроение людей вокруг нас. Когда мы активно фокусируемся на том, за что мы благодарны, это может сделать наш день более ярким и радостным. Если мы фокусируемся на вещах, за которые мы благодарны, или просто говорим другим, что мы ценим в них, это может создать положительные эмоции. Интересно, что этот процесс не только влияет на нас самих, но и оказывает положительное воздействие на атмосферу вокруг. Если мы делаем упор на благодарность, это может создать цепную реакцию положительности. Когда мы выражаем благодарность, мы передаем чувство признательности, что в свою очередь может вдохновить других делать то же самое. Так что, вместо того, чтобы сосредотачиваться только на трудностях или недостатках, давайте стараться обращать внимание на хорошие вещи в нашей жизни и делиться благодарностью с окружающими. Это не только помогает нам чувствовать себя лучше, но и может создать более позитивное и радостное окружение для всех нас. И, конечно же, берегите себя.